Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на март 2026 года для львов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает львов в марте 2026 года. Я напомню, что в март вы входите со скоплением планет в седьмом доме гороскопа, в доме партнерства, брака, личной жизни, в доме наших визави, можно сказать. И это активная турбулентность в отношениях с другими людьми. То есть может быть такое, что все чего-то от вас хотят, и эта тенденция начинает потихонечку смещаться. С 1 марта по 26 марта пойдет по вашему 8-му дому гороскопа Венера. Венера в 8-м доме гороскопа начинает для вас такой тренд затаиться. 8-й дом — это дом стрессов, дом кризисов, дом тайн, дом эзотерики, налогов, страховок, чужих денег. И Венера, когда пойдет по 8-му дому гороскопа, она будет создавать тенденцию на то, чтобы у вас появлялись какие-то тайны, о которых нужно молчать. Во-первых. Во-вторых, могут быть какие-то тайные переписки, тайные знакомства, тайные какие-то контакты. Но помимо этого, в работе тоже могут быть, если вы работаете, то тоже какие-то могут появляться сплетни, какие-то секреты, какая-то тайная информация, что-то вот такое, как вот, знаете, что-то, что нужно от всех оберегать. При этом в работе может быть ощущение, что вот не хочется работать, но просто очень лениво в связи с какими-то тайнами, в связи с какими-то, может быть, слухами. И даже я бы не сказала, что Венера здесь создает стресс, хотя стрессы тоже могут быть, но стрессы могут быть такие какого-то характера, связанного с деньгами, связанного с партнерством, с чем-то таким. Хотя очень сильное положение, на самом деле, у правителя 10-го дома карьеры и статуса, но статус ваш может меняться через какой-то кризис, через какие-то внезапные обстоятельства, что-то такое, через внезапные какие-то новости, репутация может ваша меняться и так далее. Когда Венера идет по 8-му дому гороскопа, внимательнее к автомобилю, внимательнее к украшениям, вообще вещи, украшения. Украшения даже рекомендую, вот если у вас есть очень дорогие украшения, в этот период лучше не носить. И следить за своими вещами, за своими украшениями, потому что у правителя 3-го дома в 8-м доме гороскопа вот это вот транзит Венеры, это может быть на потерю каких-то вещей тоже в том числе. Поэтому дорогие вещи лучше вот куда-то в люди не выносить. 3 марта состоится лунное затмение в вашем 1-м доме гороскопа. Вы герой этого затмения, это уже второе затмение весны 2026 года. И, конечно, как всегда, про лунное затмение в 1-м доме гороскопа я запишу отдельное видео, в котором расскажу про градусы, на кого повлияет, на кого не повлияет, что будет по этому затмению. Но в целом лунное затмение в 1-м доме гороскопа — это затмение, которое задевает наше здоровье, наш имидж, нашу репутацию, нашу внешность. Ну как задевает? То есть что-то происходит с нашей внешностью, допустим, мы меняемся, может происходить что-то со здоровьем, какие-то перемены с нашей подачей, с нашей репутацией, в том числе то, что о нас говорят, и все в таком роде. Могут, в том числе, кстати, могут даже, например, у женщин быть беременности, потому что это перемены в теле. С 14 марта по 14 апреля Солнце пойдет по 8-му дому гороскопа. Солнце — это управитель всего гороскопа, главная для вас планета. 8-й дом — это дом кризисов, дом стрессов, дом тайн, дом эзотерики,
налогов, страховок и так далее. Поэтому, когда Солнце будет идти по 8-му дому гороскопа, безусловно, следует избегать различных травмоопасных видов деятельности, травмоопасных каких-то мероприятий, рискованных, все в таком роде. И, кстати, еще я забыла сказать, что вот все планеты, которые будут идти по 8-му дому гороскопа, Венера, Солнце, они будут там встречаться с Сатурном. Сатурн — это какое-то сопротивление в тех делах, которые будут вот у вас происходить по Венере, по Солнцу. То есть, может быть, вы там будете преодолевать сопротивление, связанное с получением каких-то выплат по налогам, по страховкам, или связанное с чужими деньгами, связанное с какими-то тайнами, что-то такое. Солнце в 8-м доме гороскопа в любом случае может прояснить что-то, связанное с 8-м домом. Это страховки, налоги, чужие деньги, тайны, что-то вскрывается, может быть, что было от вас скрыто. И в любом случае это период, когда мы немного уходим в тень и становимся такими антикризисными менеджерами в какой-то степени. То есть, может быть, чьи-то чужие проблемы решаем. Часто такое бывает, когда Солнце идет по 8-му дому. Это бывает такое, что мы вынуждены решать чужие проблемы, не своими занимаемся. А вот голова забита чужими проблемами, и мы как бы немножко даже сознательно ограничиваем круг общения, не хотим лишний раз с кем-то общаться. Но в любом случае это период какого-то немножко такого затаения, период, когда хочется спрятаться. 19 марта будет новолуние в вашем 8-м доме гороскопа. Вот новолуние дает старт чему-то новому в этом 8-м доме гороскопа. То есть старт какому-то сюрпризу, потому что невозможно предугадать на самом деле, что несет 8-й дом гороскопа. Это какой-то сюрприз, это то, что скрыто, то, что нельзя было планировать, то, что нельзя было ожидать, но это бывает и со знаком плюс, и со знаком минус. И новолуние, оно не всегда дает значительные результаты, оно может просто вскрыть что-то, либо наконец-то это разрешилось. Вот такие вот могут быть результаты по новолунию. А 20 марта Меркурий выйдет из ретроградного движения в вашем 7-м доме гороскопа, в доме партнерства, брака и личной жизни. И Меркурий, как всегда, когда планета выходит из ретроградного движения, она дает возможность, то есть появляется возможность завершить какие-то дела, которые застопорились, когда эта планета ушла в ретроградность. И эти дела у вас связаны с вложением денег в партнерство, с вложением ресурсов в партнерство. То есть кто-то говорит, вот мне надо, чтобы ты приехал ко мне там на полгода и помог мне там, пожил у меня, помог мне там чего-то. Потом, не надо. Потом, наконец-то. То есть разрешаются какие-то вопросы, когда вот от вас хотят какой-то отдачи. Разрешаются вопросы как вашего участия в каких-то коллективах, может быть, возвращение будет в какой-то коллектив, либо окончательно решить выйти из какого-то коллектива, из каких-то отношений. Вот такие вопросы завершаются по Меркурию. И 26 марта по 19 апреля Венера зайдет в ваш 9-й дом гороскопа. И это прям вот подача документов, запросов в госорганы. Например, там непосредственно руководителю задать тоже какой-то вопрос по вам. То есть это не рутина какая-то рабочая, а с каким-то обращением, например, там обратиться к учителю, к отцу, в госорганы. Плюс это может быть не только писать запросы, не только обращаться, это может быть друзья вам могут помогать оформлять какие-то документы в государственных органах. Это могут быть какие-то любовные переписки с человеком из-за границы, из другого города, из-за границы скорее, плюс налаживание отношений с отцом, учителем, руководителем, какие-то, может быть, хобби. У братьев и сестер, если у вас есть вот младшие братья и сестры, то у них может быть свадьба, какое-то мероприятие. Может быть, конечно, не то, что свадьба пока что, а начало романа, может быть, какой-то такой этап, и вы как-то в этом участвуете, принимаете участие. Но вы можете и хобби свои, тоже хобби какими-то заниматься в это время, ручными, именно каким-то ручным творчеством. Но это вот
принципе, хорошо, Венера быстро выходит в ваш 9-й дом гороскопа, потому что быстро проскакивает 8-й дом, дом кризисов, и вы особо, может быть, даже не прочувствуете каких-то кризисных моментов в своей жизни в связи с тем, что у нас не так компании все переходит, как до этого вот у нас планеты все компаниями ходили, а сейчас они как-то раз быстренько проскакивают, и, может быть, вы даже не заметите каких-то отрицательных сторон этих транзитов, только положительные. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на март 2026 года для львов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.